берегов Японии рождается волна, которую невозможно увидеть. В открытом океане она идет в глубине и поднимается над поверхностью не больше, чем на метр. Но внутри она несет энергию сдвинутых миллиардов тонн земной коры и скорость реактивного самолета. 11 марта 2011 года такая волна достигла берега Японии и встала стеной высотой с 12-этажный дом. К вечеру в самой подготовленной к цунами стране мира не стало около 18 тысяч человек. Само слово «цунами» пришло из японского языка. Страна знала про большие волны больше любой другой точки на Земле. По всему побережью стояли сейсмические станции, система оповещения срабатывала за секунды, эвакуационные маршруты были расписаны и отработаны. И за один день все это не спасло людей в 14 прибрежных префектурах. Счет везде шел на минуты, и эти минуты были у людей на руках. Толчок начался в 14 часов 46 минут по местному времени. Обычный день клонился к вечеру. Рыбаки чинили снасти у причалов, в офисах заканчивали рабочий день. Эпицентр лежал в океане примерно в 70 километрах от восточного берега острова Хонсю на глубине 29 километров. И земля начала трястись. Она тряслась почти 6 минут. Для сильного землетрясения это очень долго. Обычно все решают секунды. Здесь разлом рвался минуту за минутой. С полок летело все разом. Люди не могли устоять на ногах. В офисах падали перегородки. На причалах раскачивались краны. Это было непривычным толчком. Это было другим. Океаническая плита уходит у берегов Японии под континентальную вдоль глубокого желоба. Веками края плит цепляются друг за друга и копят напряжение. В тот день оно сорвалось на участке длиной в сотни километров. Дно вдоль линии разрыва сместилось местами больше, чем на 50 метров. Не на 5, на 50. Японцы привыкли к землетрясениям. В стране их бывает больше 1000 в год. Но этот удар был другим с первых секунд. Люди не могли устоять на ногах. Тряска не кончалась. С полок валилось все разом. Когда трясет 6 минут подряд, это перестает быть привычным фоном. И все же настоящий удар был еще в море. У этого разрыва была особенность, которая и подняла волну выше всех расчетов. Прежние модели закладывали, что верхняя часть разлома, у самого желоба, где лежат мягкие морские осадки, при ударе почти не сдвигается. В тот день сдвинулась именно она, и сдвинулась резко. Этот рывок у поверхности дна поднял воду выше того, что считалось возможным. Разлом сделал то, чего от него не ждали. Это было самое сильное землетрясение за всю историю наблюдений в Японии. Одно из 3 самых сильных в мире с начала 20 века. Весь остров Хонсю сдвинулся на восток почти на 2,5 метра. Ось планеты качнулась. Сутки стали короче. Это не образ речи. Это измеренные данные с геодезических спутников и атомных часов. Сейсмографы в Антарктиде зафиксировали толчок раньше, чем в нескольких японских городах прозвучала первая сирена. Само землетрясение убило немногих. Здания в Японии строят под сейсмику, и почти все устояли. Скоростные поезда шли вдоль побережья около 300 км в час. Система раннего оповещения поймала первые слабые волны толчка и дала сигнал за десятки секунд до сильной тряски. 33 поезда затормозили сами. Ни один не сошел с рельсов. В первые минуты казалось, что страна свою защиту выдержала. Когда дно резко поднялось, оно толкнуло вверх всю толщу воды над собой. Представьте таз с водой. Резко поднимите ладонь со дна, и вода уйдет волной во все стороны. Только здесь ладонью было дно океана длиной в сотни километров, а массой сдвинутой воды были миллиарды тонн. В открытом море волну почти нельзя было заметить. Расстояние между гребнями достигало сотен километров. Высота над поверхностью была ничтожной. Судно в океане проходило над ней, не замечая. У берега, где дно поднимается, скорость волны падает, и вся накопленная энергия идет вверх.
То, что было невидимым в океане, у берега встает стеной. Обычная волна на пляже – это движение верхнего слоя воды. Она разбивается о берег и откатывается. Цунами устроено иначе. Здесь движется вся толща воды, от поверхности до самого дна. Такая масса не разбивается. Она входит на сушу и продолжает идти вглубь, сметая все на пути и унося обломки с собой, когда откатывается обратно. Вот почему скорость, на которой движется эта вода, даже сравнительно небольшая на финальном участке, достаточно, чтобы снести бетонную стену или сдвинуть многотонное судно на несколько кварталов вглубь берега. Вес воды и ее инерция делают то, что отдельная волна сделать не может. Первая волна дошла до ближайшего побережья примерно за 30 минут. На некоторых участках перед ее приходом море повело себя странно. Вода начала отступать. Она уходила быстро, обнажалось дно. Камни, покрытые водорослями, рыба, бьющаяся на мокром песке, лодки, осевшие на ил. Запах морского дна, который обычно не слышит. Там, где только что был прибой, открылось дно на десятки метров вглубь. Передняя впадина волны доходит до берега раньше гребня, и море будто втягивается в себя, освобождая место для того, что идет следом. Для того, кто знает этот признак, это последний сигнал уходить. Для того, кто не знает, это повод подойти ближе. В Японии этот признак знали, и все же он спас не всех. Система оповещения сработала через 3 минуты после толчка. По громкоговорителям на домах и машинах звучало: «Приближается большая волна, немедленно уходите на высоту». Но в первые минуты приборы недооценили силу землетрясения. Первый прогноз высоты волны оказался ниже настоящего. Человек, услышавший заниженную цифру, мог решить, что его дом достаточно высоко или что успеет вернуться. Волна шла выше любого первого прогноза. В маленьком приморском городе Минами-Санрику в эти минуты работала 24-летняя сотрудница кризисного центра по имени Мики Эндо. Ее работой было говорить в микрофон. Она сидела на 2-м этаже 3-этажного здания и по громкой связи повторяла жителям: «Ожидается большая волна, уходите в безопасное место». Она не ушла с поста, когда стало ясно, что волна намного выше первых оценок. Почти 30 минут ее ровный голос звучал над улицами. Люди, которые сомневались, слышали его и бежали наверх. Вода дошла до кризисного центра, залила 2-й этаж. Голос в громкоговорителях оборвался на полуслове. Мики Эндо погибла на своем посту. Ее тело нашли только через 1,5 месяца. Она вышла замуж за несколько месяцев до того марта. От здания остался красный стальной каркас. Его оставили стоять. Город потерял около 900 человек. Многие из выживших обязаны жизнью тому, что голос не замолчал. Я долго не мог решить, с чего начать разбор причин. Потом понял. С того же, с чего началась сама катастрофа для большинства людей на берегу. С голоса из громкоговорителя. История Мики Эндо стала отражением более широкого противоречия того дня. Система оповещения сработала, голос дошел до людей. Но заниженный первый прогноз подорвал доверие к сигналу. Часть жителей решила, что раз объявленная высота волны небольшая, можно не торопиться. После 2011 года японские метеорологи изменили подход. Теперь при неопределенности система сразу объявляет максимально возможную высоту, даже если она завышена. Лучше лишняя эвакуация, чем промедление из-за точности прогноза. На севере, в префектуре Ивате, у города Мияко, вода поднялась на 40 с лишним метров. 40 метров – это высота 12-этажного дома. И это была не пена на гребне, а отметка, до которой достала сама вода. На равнине у Сендая волна прошла вглубь берега местами почти на 10 километров. Там, где стояли дома, поля и дороги, за несколько минут стало море.
Берег на севере страны изрезан узкими глубокими бухтами. Такая форма работает как воронка. Волна входит в сужающийся залив и вырастает еще выше, чем на открытом побережье. Именно в этих бухтах отметки воды оказались наибольшими. В портовых городах вода срывала баки с топливом, мазут растекался по поверхности и горел. В городе Кисеннума пожары шли прямо по залитым улицам. Огонь и вода в один час в одном месте. Тушить было нечем. Города, стоявшие у воды, за несколько минут перестали существовать. В Минами-Сан-реку волна снесла 70% построек. Рикудзен-Таката исчезла почти целиком. Ровная земля, слой серого ила, тишина. В нескольких городах суда оказались посреди кварталов в сотнях метров от берега. Траулеры на крышах зданий, баржи на перекрестках. Это задокументировано с координатами. Впервые в истории катастрофу такого масштаба мир увидел почти в прямом эфире. Обычные люди снимали с крыш и с холмов на телефоны. По этим кадрам потом учили, как выглядит настоящее цунами. Разрыв между теми, кто успел, и теми, кто не успел, в тот день определялся одним – насколько быстро человек принял решение двигаться. В Минами-Сан-реку те, кто услышал голос Мики Энда в первые минуты и сразу пошел наверх, выжили. Те, кто остановился, вернулся за вещами или решил переждать, часто не успевали. Расстояние до спасительной высоты у многих было в пределах 10 минут ходьбы. Особенно тяжелой оказалась судьба прибрежных рыбацких поселков, где жили преимущественно пожилые люди. Дойти до высокого места быстро было физически тяжелее. Немало людей вернулись, услышав заниженный первый прогноз, они успевали отойти, а потом шли обратно за родными или документами. Волна приходила серией, и второй или третий вал бывал выше первого. Возвращение стоило жизни не одному человеку. От цунами не возвращаются, пока угроза официально не снята. В Рикудзен-Таката вдоль берега росла сосновая роща, около 70 тысяч деревьев. Волна снесла ее всю. Уцелело одно дерево. Его показывали по всему миру как символ того, что после такого удара что-то все же остается стоять. Сосна простояла еще 1,5 года и погибла. Морская соль отравила почву у корней. Тогда японцы сделали то, что, наверное, могли сделать только они. Внутрь ствола вставили стальной каркас, покрыли специальным составом, оставили стоять. Оно стоит там до сих пор. Уже не живое, на прежнем месте. Место, где был город, подняли на несколько метров, завезя землю со стороны. Горожане вернулись на новую высоту над уровнем моря. Прежнее место, где стояли их дома, теперь под ними. Южнее волна достигла атомной станции Фукусима. Землетрясение она пережила. Реакторы заглушились автоматически. Но защита станции была рассчитана на волну высотой примерно до 5,7 метра. А пришедшая вода превышала 14 метров. Перехлестнула без труда. Аварийные генераторы стояли в нижних помещениях. Вода их залила. Охлаждение встало. Топливо в 3 реакторах начало плавиться. Потом взрывы водорода. Крыши корпусов снесло. Радиация ушла в воздух, землю и воду. Из поселков вокруг станции вывезли около 160 тысяч человек. Многие не вернулись никогда. Смерть от волны наступала за минуты. Беда от станции растянулась на годы. Брошенные дома, закрытые поля, целые районы с табличками о запрете входа. Работы по разбору станции считают на десятилетия вперед. Как страна, которая готовилась к цунами лучше любой другой на планете, за один день потеряла столько людей. На большей части побережья ответ один. Пришла волна выше той, под которую строили защиту. Разлом выдал удар сильнее любого, что помнили за век с лишним наблюдений. Но с Фукусимой все сложнее. Еще в 2008 году расчеты, выполненные для оператора станции, показывали возможность волны высотой более 15 метров именно в этом месте. Были и оценки по историческому цунами 969 года. Эти данные не превратились вовремя в полноценную защиту. Поэтому аварию на станции нельзя объяснить только непредсказуемой силой природы. Но у высокой стены есть обратная сторона.
Человек за ней чувствует себя в безопасности и медлит с уходом. Если волна выше стены, эти минуты промедления решают все. Стена защищает от волны, которую предусмотрели. От волны, которую не предусмотрели, спасает только высота места и скорость решения. Волна не осталась с берегов Японии. Из эпицентра она пошла во все стороны, как круги по воде. Только круги были шириной в 1000 километров. Гавайи находятся примерно в 6000 километров от места удара. Волна дошла туда примерно через 7 часов, подняла воду в портах и причинила ущерб на $31 миллион. Берегов Калифорнии она достигла через 9-11 часов и повредила гавани еще почти на 100 миллионов. Чили, на другом краю Тихого океана, почувствовала ее примерно через 24 часа после толчка. Приборы зафиксировали волну на береговых станциях больше, чем в 20 странах, вплоть до Антарктиды. Один разлом под дном в нескольких десятках километров от японского берега отозвался на другом конце самого большого океана планеты. Общий ущерб от землетрясения, волны и аварии на станции оценивают в $360 миллиардов. Самая дорогая природная катастрофа в истории человечества. Почти 500 000 человек остались без жилья. Целые города пришлось планировать заново, поднимать уровень земли, переносить кварталы выше, строить морские стены высотой до 15 метров вдоль сотен километров побережья. В некоторых поселках жители, которые вернулись, оказались за этими стенами, отрезанными от моря, которое кормило их семьи поколениями. Восстановление формально заняло больше 10 лет, и некоторые районы так и не вернулись к прежней численности населения. Но главная цифра не про деньги. Около 15 900 человек погибли. Еще около 2500 не были найдены. С теми, кто ушел позже от последствий, счет подходит к 20 000. За каждым из этих чисел стоит обычная жизнь, оборванная в будний день. Мики Эндо, чей голос звучал до последней секунды, вышла замуж за несколько месяцев до того марта. Рыбак из Кисинумы, который успел отогнать лодку подальше в море, вернулся на берег через сутки и не нашел ни дома, ни улицы, где стоял дом. Таких историй в тот день были тысячи, и почти каждая упирается в одни и те же несколько минут. После того дня страна перестроила очень многое. Морские стены подняли выше, в некоторых местах до 15 метров. Систему оповещения переписали так, чтобы она с первых минут считала по худшему варианту, а не по среднему. Правила эвакуации переписали. Уходи наверх немедленно, не жди подтверждения, не возвращайся за вещами. Но изменения вышли за пределы одной страны. Тысячи ученых со всего мира изучали данные того дня. Поведение верхней части разлома, которая сдвинулась вопреки прежним моделям, заставило пересмотреть расчеты для других субдукционных зон планеты. Каскадия у берегов Соединенных Штатов Америки и Канады, Жела-Пуй-Сигюр у Новой Зеландии, зоны у берегов Южной Америки. Везде потребовалось заново оценить, не занижены ли прежние прогнозы максимальной высоты волны. В Японии говорят, что их предупреждения написаны ценой прошлых жизней. После 2011-го это стало правдой и для значительной части остального мира. Часть руин японцы не стали убирать. Красный стальной каркас кризисного центра в Минами-Сандрику, остовы зданий в других городах оставили стоять. К ним водят людей. Специальные рассказчики, которых называют катарибе, пересказывают минута за минутой, что здесь было. Память о том дне сделали частью защиты от следующего. И все же разлом никуда не делся. Та же зона субдукции у восточного берега Японии продолжает накапливать напряжение. А южнее лежит желоб Нанкай, вдоль которого расположены крупнейшие города страны – Токио, Осака, Нагоя. Японские сейсмологи говорят прямо – крупное землетрясение в этой зоне – это вопрос не возможности, а времени. Официальные оценки правительства дают вероятность сильного удара в ближайшие 30 лет выше 70%. Прогнозируемое число погибших при таком сценарии, опубликованное самими японскими властями, измеряется сотнями тысяч человек. Поэтому все, что произошло 11 марта, это не только история.
Это рабочая модель того, что однажды предстоит пережить снова. На набережных вдоль побережья стоят каменные таблички. На каждой выбито одно предложение. Его передавали здесь из поколения в поколение еще до того, как появились сейсмографы и системы оповещения. После большого землетрясения немедленно уходи на высокое место, не возвращайся. Таблички стояли там и 11 марта. Разлом под океаном продолжает работать. Желоб Нанкай накапливает напряжение. Токио, Осака, Нагоя стоят вдоль него. Если такие истории вам важны, подпишитесь на канал. Побережье сейчас спокойное.